Предисловие. Как-то раз я спросил у вас, про что вы хотите видео. Большинство ответили, что хотят видео про управление. Ну что же, давайте узнаем про управление человечеством с помощью одежды, костюмов и театрализованных шоу. Узнаем, как это управление начиналось. Предупреждаю, в данном видео слово «шаман» относится к своему изначальному смыслу. Официальное определение. Согласно религиозным верованиям, шаман – это человек, наделенный особыми способностями общаться с духами и сверхъестественными силами, входя в эктатическое состояние, а также излечивать болезни. Рассказ пойдет о шаманах в диких племенах Азиатско-Тихоокеанского региона XIX века. Буду говорить о плохих шаманах. Есть, наверное, где-то и хорошие шаманы, но речь сегодня не о них. 20 сентября 1871 года началось путешествие Миклуха Маклая в Новую Гвинею. Там он обнаружил практически дикие племена, управление которыми осуществлялось, как правило, вождем и шаманом. Вождь племени – это сильный мужчина с лидерскими качествами. Его обязанности – охота, рыбалка, возглавление боевых действий с соседними племенами. Но реальная и скрытая власть в племени принадлежала шаману. Кто-то самый хитрый из племени как-то заметил, что если просто гнать пургу, то его никто не слушает. Но если при этом надеть клоунский костюм из перьев или листьев, надеть маску и гнать ту же самую пургу, то соплеменники будут слушать, открыв рот. Ведь тот, кто одевает клоунский костюм, у того появляется плюс 80 единиц к магии. Связано это с тем, что при просмотре любого шоу, мультфильмов, фильмов у человека в организме выделяется наркотик дофамин. Шаман в костюме из перьев как раз и есть элемент шоу. На этот наркотик очень легко подсесть и взрослым, и детям. Вспомните, как плющат детей, когда им не дают смотреть мультики. Дальше будущие шаманы заявили, что вокруг существуют и невидимые друзья, и невидимые враги – духи. Затем самопровозглашенные шаманы заявили, что только они могут общаться с духами. Духи являются и друзьями, и врагами, то есть духи находятся в суперпозиции. Плохие или хорошие духи на данный момент времени полностью зависят от заявления шамана. Принесли соплеменники шаману еду, девственниц, раковины, бусы. Духи стали хорошие. Мало принесли даров, духи стали плохие. Хорошая добыча на охоте или рыбалке помогли хорошие духи. Плохая добыча на охоте или рыбалке виноваты плохие духи. Надо больше даров шаману. Посмотрите в честные глаза шамана. Разве можно ему не доверять? Свою пользу шаман пытается доказать различными костюмированными шоу. Потанцевал, помахал руками и ногами, прочитал стишок, спел песню, отогнал духов, ну или задобрил плохих духов, и они временно стали хорошие. Нам со стороны понятно и видно, что жрец угорает над своим племенем, ну а жители племени относятся к действиям шамана максимально серьезно. И не дай бог кому-то попытаться разубедить аборигенов. Сразу нарвешься на агрессию. Некоторые шаманы хотят доказать свою важность тем, что они лезут во все важные сферы жизни своего племени. Говоря по-современному, они навязывают ненужную услугу. Кто-то умер, надо позвать шамана. Чтобы была удачная охота или рыбалка, тоже нужен шаман. Чтобы уродился урожай, тоже нужен шаман. Лечение заболевших – тоже шаман. Если ничего не происходит, то шаман может придумывать несуществующее событие. На племя напали духи, их надо отогнать. Кто может помочь? Конечно, шаман, ведь больше никто не знает, как отгонять духов. Если шаман наглый, то он может злоупотреблять доверием соплеменников. Например, он может заявить, что надо задобрить демонов, для чего ему нужна самая лучшая хижина, еще больше самых красивых бус и раковин, много вкусной еды и девственницы. Шаман не приносит никакой пользы для своего племени. Единственное, что он делает, это проводит красочные, но бессмысленные костюмированные шоу, которые соплеменники воспринимают как необходимое действие для удачной охоты, рыбалки, боя и тому подобное. Естественно, никакой корреляции между проведенным шоу и результатом нет и быть не может. Привыкнув и подсев на паразитизм, шаман понимает, что если его соплеменники поумнеют, они его или съедят, или выгонят.
Шаману надо придумать что-то, чтобы сохранить свой статус, благо у шамана все для этого есть. Поскольку шаман не работает, у него появляется масса свободного времени для изучения психологии и физиологии соплеменников. Так как жители племени полностью ему доверяют, он может очень много времени посвятить изучению воздействия различных веществ на организм человека. Под видом обрядов он скармливает соплеменникам различные вещества, полученные из растений, животных, рыб, трупов, окуривает дымами из различных веществ. Результаты воздействия он запоминает, записывает. Если он выявил какое-то вещество, которое оказывает психоделический или галлюциногенный эффект, он может незаметно накормить этим веществом все племя. А когда вещество начнет действовать, он может убедить их в том, что они разговаривают с духами. Шаманы, как мы знаем, любят работать с трупами и их частями, а в трупе прекрасно живет и размножается стафилококковая инфекция и трупная палочка. Проникнув в спинной мозг, стафилококковая инфекция отравляет организм своими продуктами жизнедеятельности, очень сильно затормаживая развитие мозга. И вот шаман может додуматься заразить специально или случайно своих сородичей стафилококковой инфекцией и трупной палочкой. И тогда окажется, что зараженные люди очень медленно развиваются. Всему верят, и тогда шаман внедрит обряд заражения стафилококком с трупа в жизнь племени, и чтобы иммунитет никогда не справился с этой инфекцией, он сделает этот обряд заражения постоянным. Также шаманы могут найти глистов в трупах животных и людей, и они также могут додуматься специально заражать яйцами глистов сородичей, чтобы глисты продуктами своей жизнедеятельности отравляли организм жертвы. Шаман может найти где-то в джунглях плесень и грибки, после чего он их размножит, поселит на хлебные лепешки, и эти зараженные лепешки он скормит своим соплеменникам. В итоге шаман специально заразит все племя стафилококком, глистами, плесенью и грибками, так, чтобы племя не развивалось и было максимально послушным и доверчивым. Ведь глупыми людьми управлять значительно легче, чем умными. Шаман сообразит, что идеально заражать детей в грудном возрасте, чтобы они помимо грудного молока скушали ложку яиц, глистов и плесени, чтобы они с детства были заражены. Глисты могут жить и не только в кишечнике, но и в мозгу, в легких, в глазах, печени и ее протоках, и вывести их не так уж и просто. А потом мамы думают, а чем же их ребенок болеет и никак не могут вылечить. Можно привести аналогию. Если проросший саженец не трогать и оставить в покое, то вырастет большое и сильное дерево. Если же саженец, как только он прорастет, надрезать, поломать, обжечь и тому подобное, дерево, конечно, вырастет, но будет кривым и больным. Подобную манипуляцию как раз и делает шаман. Здоровые, смелые, сильные и умные люди ему не нужны. Для того, чтобы максимально долго паразитировать на племени, шаман делает все, чтобы племя не развивалось. Ведь если племя разовьется и поумнеет, они быстро поймут, что шаман бездельник и паразит, и они его выгонят. Шаман намеренно навязывает свои услуги племени, залезает во все сферы жизни, так, чтобы казалось, что без него невозможно ничего сделать. Естественно, шаман контролирует процесс обучения детей. Шаман следит, чтобы в школе не было развивающих предметов, только нужная шаману тарабарщина. Потому что чем глупее будут дети, тем наивнее, послушнее они будут, когда повзрослеют. Шаман заставляет все племя работать во благо его одного. Шаман в племени выполняет функцию СМИ, ЗАГСа, похоронного бюро и школы. Функция СМИ – это когда шаман с помощью шума или криков позовет все племя и начнет им рассказывать важнейшую информацию. Что еще может придумать шаман для сохранения своего паразитического статуса? Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему племена в тропических лесах постоянно враждуют между собой? Ведь там для добычи ресурсов достаточно поднять руку и сорвать тропический фрукт. Плотность населения там низкая, ресурсов всем хватает. А зачем же племена воюют? Дело в том, что если в племени выделилось военное сословие, то это сословие представляет для шамана основную угрозу. Так сложилось исторически, что военные, а также обычные люди на войне гораздо быстрее взрослеют и развиваются, чем крестьяне-охотники в мирное время.
Поумневшие военные могут догадаться, что шаман обманывает все племя. Как только они это поймут, они захотят от него избавиться. Чтобы этого не произошло, шаманы двух соседних племен договариваются и устраивают войнушку, в которой должны погибнуть в идеале все самые сильные и умные, ну или их большая часть. Раненых будет лечить, естественно, шаман. Как будет лечить – отдельный вопрос. То есть войнушки между племенами – это заслуга шаманов, которые уничтожают самых умных и сильных для сохранения своего паразитического статуса. Интересно, что все существующие паразиты подчиняются единым принципам. Первое – паразиты потребляют ресурсы жертвы до тех пор, пока жертва может их прокормить. Второе – паразиты обладают суперспособностью перехватывать управление. Пораженный организм защищает паразита иногда ценой собственной жизни. Третье – паразиты в процессе своей жизнедеятельности отравляют организм жертвы. Некоторые паразиты для одурманивания жертвы используют наркотические, психоделические и одурманивающие вещества. Четвертое – в конечном счете паразиты угнетают жертву настолько, что она погибает. Паразиты-шаманы не исключение, и они тоже с помощью костюма из перьев перехватили управление в племени. Они отравляют и угнетают свое племя. Также срабатывает еще один парадокс – жители племени защищают своего шамана. Именно поэтому племена не развиваются и застряли в первобытном строе. По идее, шаман или жрец должен развивать свое племя, искать новые способы выращивания еды, ловли рыбы, строительства лодок, хижин. Но плохому шаману это не нужно, ему достаточно того, что есть. Шаман может додуматься до принципа добровольности, например, для того, чтобы избежать ответственности за свои поступки. Если ему кто-то предъявит за паразитизм, то шаман может сказать следующее: «Я им ничего не обещал. Я просто над ними угораю, одел костюм из перьев, сказал, что общаюсь с духами, а они сами себе что-то напридумывали, стали мне дары носить. Ну а я что, не отказываться же? Я же у них эту еду и раковину не отбирал. Потом хижину мне решили самую лучшую построить. Я их тоже об этом не просил. Когда я их заражаю глистами, они же сами приходят, я за ними не бегаю, и они даже не спрашивают, что именно я им даю. Ну раз не спрашивают, а зачем им об этом говорить? Ну а войны, так это они сами друг друга убивают, не я же их убиваю. Так что ко мне какие претензии? Это, кстати, сейчас называют принципом вампира. Вампир пьет кровь только у того, кто согласен на это. Шаман, безусловно, является паразитом для своего племени. Чем больше соплеменники приносят даров и доверяют шаману, тем хуже они делают для себя и для шамана, делая его еще большим паразитом. Если шаманов разведется очень много, и они достанут племя, единственное, что племя может сделать, это отвернуться от них, перестать им приносить дары и изгнать их из племени. После изгнания шаманы будут искать многочисленное, непуганное и тупое племя, которое сможет их прокормить. Пока шаманы ищут подходящее племя, они становятся первым бродячим цирком. К тому моменту они будут очень сильно напоминать жуков-ламихус, ищущих подходящий муравейник, чтобы на нем паразитировать. Если бродячие шаманы нашли какое-то подходящее племя, чтобы на нем паразитировать, и в нем есть честный шаман и вождь, то шаманам предстоит хитростью, обманом и подлостью устранить всех мешающих. Этот принцип затем был отточен и развит в Индии. Как известно, в Индии много едоков, а ресурсов не хватает. Тогда жрецы Индии решили разделить общество на касты. Давайте для упрощения оставим 3. Жречество, воины, рабы. Религии и культы Древней Индии были направлены на то, чтобы удержать большую часть населения в касте рабов. Там и изощренное заражение людей через купание в реке, куда скидывают трупы, распитие молока, из которого пили крысы, и ладан, естественно, и тексты молитв с НЛП, и особые хлебобулочные изделия, и особые диеты, где одна каста ест картошку и другие овощи, а другая каста мясо и специи. В общем, в целостную систему это сформировалось в Индии, а цель манипуляции – оставить человека в касте рабов. Есть такое явление, как little people. На огромном поле целый день сидят люди, которые всего боятся, ничего не предпринимают и рады брошенному куску хлеба. Все уловки, воздействия на человека отточены до совершенства в Индии, и современные секты берут эти элементы, что называется, по вкусу.
Кто-то берет часть, кто-то все сразу. Например, в сектах раздают бесплатные печеньки, которые заражены грибками и плесенью. Они надеются, что вы заберете их домой и угостите своих знакомых, тем самым заразив их. В некоторых сектах есть водные процедуры, примеры из жизни. К нам в 2000-е в город приехали сектанты из США и стали активно вербовать людей на улице. Подходили в помятых черных костюмах и на ломаном русском говорили: «Я хотеть поговорить с тобой, о Господь». Лично у меня к подобным деятелям появляется сразу целый ряд вопросов. Допустим, эти события действительно были. Ну, а лично ты, спустя сотни лет, какое имеешь к этому отношение? Если спросить, а чем вы в своей организации занимаетесь, он, скорее всего, ответит: «Мы поклоняемся божеству». Но вот меня всегда волновал следующий вопрос. Как вы вообще поняли, что божеству нужны поклонения? Может быть, они ему и не нужны, и он против них? Если всесильному божеству действительно нужны поклонения, почему божество явно не попросит об этом людей? Зачем всесильному божеству просить людей о поклонениях через посредников? Зачем поклоняться божеству в особых зданиях? На улице, в поле или в лесу божество не услышит людей? Почему божество не передает инструкции, как именно ему надо поклоняться, с какой периодичностью и кто имеет право на земле выступать от его имени? Следующий вопрос: а где доверенность от божества на право выступать на земле от его имени? И следующий вопрос: зачем сектантам нужны люди? Им что, скучно одним поклоняться божеству? Пусть идут в горы, основывают монастырь, пьют дождевую воду, возделывают огороды. Зачем им офис в центре города и люди? Понятное дело, люди им нужны, чтобы на них паразитировать, но сектанты в этом никогда не признаются. Естественно, большая часть людей на фразу «я хотеть поговорить с тобой, Господь» шарахались. Как мы понимаем, известное божество – это всего лишь приманка, и потом американские сектанты решили поменять приманку и заманивали людей на бесплатные уроки английского языка с носителями. Я с другом пошли туда, и после целых 15 минут общения они не выдержали и повели своих жертв в подвал с мини-бассейном, в который предполагалось залезть. Вспоминаем индийские секты. Вода не простая, а зараженная как минимум трупной палочкой. То есть сектанты хотели нас заразить через слизистые, какие, догадайтесь сами, не маленькие. И чтобы эти бактерии и вирусы размножились в организме и продуктами жизнедеятельности отравили наш организм, отчего люди становятся зомби. Мы отказались. Тогда они предложили нам печеньки, типа возьмите с собой, а печеньки тоже заражены специальными грибками и плесенью. Очень подленько. Но с другой стороны, все мы знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Главное это всегда помнить. Загрузил я вас, наверное. Пора переваривать информацию. Если кого обидел, ну что ж поделать. Я когда-то понял, что все это бессмысленное костюмированное шоу, а лидер местного отделения всего-навсего мужчина в особой одежде, с особыми аксессуарами, по-простому актер. Тогда у меня, что называется, сошла пелена с глаз. Без понимания этого невозможно развитие и движение вперед. А на этом все. Пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока. Давайте посмотрим фрагмент. Хотел его сделать первым. Можете, кстати, еще раз пересмотреть видео. Создатель допустил несколько ошибок программирования, если так можно выразиться. И заключаются они в следующем. Назовем первую ошибку парадокс костюма. Люди чрезмерное внимание уделяют одежде и внешним атрибутам. И по внешней оболочке делают соответствующие выводы и совершают или не совершают определенные действия. Например, когда мы видим человека в смешном костюме, мы улыбаемся. Когда видим человека в костюме полицейского, мы становимся серьезными. Когда мы видим человека в костюме пожарного, мы испытываем уважение. Когда видим человека в смирительной рубашке, мы испытываем к нему кто-то презрение, кто-то сочувствие. Хотя это может быть один и тот же человек. А может быть, вообще снимается фильм, и все это не по-настоящему. А эмоции мы испытали настоящие. А если рассмотреть костюмы положительных персонажей, назовем их так, мы испытываем некие положительные чувства, хотя в костюме положительного персонажа может быть личность с отрицательными качествами – маньяк, убийца, грабитель и так далее. Этой теме посвящены десятки фильмов, когда, например, ограбление устроили грабители в костюмах клоунов или Санта-Клаусов. А теперь про действие и бездействие. В фильме «Терминатор» робот Т-1000 замаскировался под полицейского, и люди открывали ему двери, предоставляли любую информацию,
То есть принимали решения, основываясь только на его внешнем виде, и никто не задумывался спросить у него удостоверение. Как я и говорил выше, это ошибка создателя. Люди не задумывались, что это может быть преступник или вообще не человек. Люди делают поспешные выводы и совершают действия, зацикливаясь на внешнем виде, то есть на оболочке, но не на том, что внутри. Еще более странная ситуация наблюдается с религиями и верованиями. Как правило, лидер местного религиозного отделения одет в одежду особого вида, и люди человеку в подобной одежде готовы полностью доверять, хотя они этого человека совершенно не знают. Вторая ошибка программирования – это парадокс веры. Очень понятно на примере сект. Секта ничего хорошего не делает ни для общества, ни для человека, но уверовавший человек убежден, что его секта самая лучшая, и готов эту секту защищать с кулаками, а иногда с оружием, и убивать и других людей. Секта не может предоставить хоть каких-то доказательств своей религиозной концепции или теории. Все доказательства – это пустая говорильня людей в специальной одежде. Отсутствие доказательств хорошести секты для человека не важны. Родственники и знакомые готовы вывалить вагон фактов, что его секта плохая и обманывает людей, но человек не хочет их воспринимать. Сектант забывает, а иногда считает врагами родственников, друзей и знакомых, хотя их он знает всю жизнь, и они для него сделали много чего хорошего. Иногда сектант вообще бросает семью и уходит в секту с головой. Саму секту, ее лидеры и новых знакомых человек узнал пару недель назад. Они не сделали ничего для него хорошего, напротив, они вытягивают из него все деньги, но они для него стали лучшими друзьями. Что можно сказать? Чрезмерное доверие какому-либо человеку или организации может привести к злоупотреблению людским доверием. На мой взгляд, в наши непростые дни доверие, а тем более слепое и чрезмерное доверие, работает против людей. С этими знаниями давайте начнем основную тему ролика. Узнаем, что тянется это из глубины времен.